На наклонной плоскости высотой 3 метра и длиной 5 метров скользит брусок весом 8 ньютонов. Коэффициент трения 0,2. Определите ускорение движения бруска. Это дана наклонная плоскость, длина которой L равно 5 метров и высота 3 метра. Вес бруска 8 ньютонов и коэффициент трения 0,2. Μ равно 0,2. Определить, с каким ускорением будет двигаться брусок. Это высота h, это длина L, и брусок, который лежит на наклонной плоскости. L равно 5, h равно 3. Это очень напоминает египетский треугольник. Поэтому, если мы можем сказать h равно 3 метра, это равно 5 метров, это можно сразу сказать, что это будет равно 4 метра. L квадрат равно h квадрат плюс это в квадрате получается 25 равно 9 плюс 16. Это так, в качестве отвлечения. Посмотрим, какие силы действуют на этот брусок, который лежит на наклонной плоскости. Естественно, вес. Вес будет направлен вертикально вниз, составляет прямой угол к горизонту. И в данном случае будем рассматривать, какие же реально получается вот с того, что он направлен вертикально вниз, что будет заставлять двигать этот брусок по наклонной плоскости. Разложим этот вес на составляющие. Одна составляющая вектора будет перпендикулярна наклонной плоскости. Обозначим ее n. Это будет составляющая, будет давить на наклонную плоскость. А вторая составляющая будет направлена вдоль наклонной плоскости. Обозначим ее n. Угол вот это альфа и этот альфа будет равен. Для этого можно еще обратиться к одному файлу. Геометрически доказывает, что вот эти углы будут одинаковы. Ссылка такая будет у вас 0,03, 0,20. В таком случае f будет равно противолежащей катет. Он связан с синусом этого угла, а n это будет прилежащий катет этому углу. И если составляющую n компенсирует реакция плоскости, она не дает возможности этому телу двигаться вниз. Тело же не падает вот так. Значит, эти две силы, n и реакция, будут компенсированы. Но кроме этого, n еще вызовет нам силу трения, которая будет направлена в противоположную сторону движения. Вот это f трение, которое связано именно с n. Давайте, исходя из этих первых данных, запишем, чему будут равны эти силы f и m с выражением через p, которое нам известно. Итак, мы говорим, что f – это сила, которая в этом угле лежит против угла. И отношение f к p – это будет не что иное, как синус альфа. F равно тогда p умножить на синус альфа. А n прилежащий катет, поэтому отношение прилежащего катета к гипотенузе будет на косинус альфа. Мы пишем n равно p, что множится на косинус альфа. Поскольку угол нам не задан, а задано нам соответствующее значение длин большого треугольника, этот угол равен этому углу, значит синусы, понятно, тоже равны. И так можем записать вместо синус альфа его значение. Это 3 делить на 5. f равно p, что множится на синус альфа, а синус альфа в данном случае будет 3 пятых. 3 метра, то делится на 5 метров. Это просто метры сократятся, будет p умножить на 3 пятых. Косинус альфа чему равен? Косинус это, естественно, отношение прилежащего катета к гипотенузе. Итак, мы можем записать, что n равно p, а косинус альфа что? 4 метра делим на 5 метров. 4 метра делим на 5 метров. Метры сокращаются, получается p, что множится на 4 пятых. Дальше. Сила трения. А сила трения связана с n. И силу трения можно записать таким образом. F трения равно μ, что множится на n. Если эти силы компенсированы и в этом направлении никаких движений нет, у нас остается только направление движения в эту сторону. И если F у нас больше, чем сила трения, если тело движется с ускорением, тогда где нам взять силу, которая движет тело с ускорением? Согласно второму закону Ньютона, для того, чтобы было ускорение, где-то должна быть сила. Вот эта сила получается разностью между F, вот эти составляющие, и силой трения. Мы можем записать вот таким образом, что F минус F трения равно масса бруска, что множится на ускорение. Ускорение можно искать уже с этой формулы. Итого у нас будет ускорение равно F минус F трения, что делится на массу. Где у нас масса? А масса у нас вот где. P равно mg, известная формула. Масса будет равна P делить на g. Давайте сюда подставлять эти значения, которые везде уже есть. F трения только можно записать отдельно. Напишем F трения равно μ умножить на n. n подставляем вот значение. Если n p умножить на 4 пятых, будет μ, что множится на p. Это вместо np на 4 пятых. Итак, подставляем сюда эти значения. Смотрите, fp, что множится на 3 пятых. Подставляем значение p, что множится на 3 пятых. Минус f трения. Коэффициент трения 0,2 множится на p и на 4 пятых.
скобочки возьмем, делим на n. Что такое n? Это p, что делится на g. Давайте теперь p это вынесем за скобочки. Что мы получаем? 3/5 минус 0,2, что множится на 4/5 и делится на p. А вот g пойдет вверх. Итого мы получили интересные данные. Обратите внимание, вот здесь мы сразу можем p сократить. Здесь и здесь. Что получается? g, что множится на 3/5, минус 0,2, что множится на 4/5. Все это в числах. G только единственно метры за секунду в квадрате. Получаем 4,3 метра за секунду в квадрате. Таким образом, тело, которое лежит на наклонной плоскости, имеет коэффициент трения 0,2, будет двигаться с ускорением 4,3 метра за секунду в квадрате. Обратите внимание, что здесь в результате не играет роль вес тела, играет только роль коэффициент скольжения. Если коэффициент скольжения одинаковый для другого тела с другим весом, результат будет такой же точно, потому что сократилось здесь, видите.